Для овощей магазин – это путевка в лучшую жизнь. Правда, получают ее далеко не все. Потому что по статистике около 40% из них даже не попадает на прилавок, так как не соответствует косметическим стандартам. Мы решили познакомиться с ними поближе и узнали историю, о которой трудно молчать. Эту веселую морковку зовут Аня, и она единственная, кто согласился на откровенное интервью. Вот смотри на меня, сейчас у нас будет интервью. Вот такие дела. Ну, вообще мама с самого детства говорила мне, что я красавица. Вот. И я с самого детства знала, что хочу в магазин. Ну, там Малина Шейка и таким Кардашьян, вообще все самые крутые. Ольга готова говорить о дочери часами. Мы даже не успели включить камеру, как она начала. Так. Вот я вам хотела показать небольшой наш архив. Это я сохранила со времен, когда Анечка была маленькой. Вот посмотрите, здесь она совсем-совсем еще малышка. Только из роддома привезли. А вот это вот платьишко хотела вам показать. Это вот когда она только-только начала топать на собственных ножках, ей годик как раз исполнился, мы ей купили эту красоту. И она была самая модная девочка на свете для нас. И вообще она очень любила наряжаться. И каждое новое платьишко, я помню, она вот на себя наденет, встанет перед зеркалом и начинает воображать. Вот и вправо повернется, и влево, и причесочку свою поправит, и ноженьками своими там вот подтопает. Знаете, насмотреться на нее не могла. Такая она смешная была, такая всегда была. Она у меня хорошенькая морковочка. Вот такой вот у нас был архив. Нормально? Чтобы попасть в магазин, нужно пройти кастинг. И для Ани это был день, когда мечты рухнули. Я готовилась, я речь писала. Они мне даже речь не дали договорить. Остановили и начали, в общем, понеслась. Начали говорить, что я гожусь только для колхоза и могу претендовать только на суп. Мама переживала? Мама вообще не знала, что со мной делать. Она перестала кушать, она перестала смотреть на себя в зеркало, она перестала вообще даже выходить куда-то. И, честно говоря, мое материнское сердце, оно просто разрывало на части. Ну, к счастью, я сейчас уже отношусь к этому по-другому. Но потом получилось так, что кто-то Ане посоветовал курсы Антона. Когда никто не мог ответить на вопрос, куда идти, на помощь пришел Томат Антон. Это известный автор курса «Как разговаривать со Вселенной». Аня? А, да, Аню помню. Она мне сразу понравилась. Хорошая такая девчушка. Осознанная. Так, готова, знаешь, к расширению, масштабированию. Это у нас, в принципе, очень ценится. Это очень хорошо. Значит, мы рисовали корзину желаний, делали настройки, медитации, значит, на лучшее, на позитив. Что нужно было делать? Нужно было сделать вдох, выдох, и потом говорить в зеркало: я самая обаятельная и привлекательная. И так 25 раз. Аня была той самой благодарной морковкой, которая была готова к расширению, которая готова была впустить в свою душу Вселенную, которая была готова раскрыть себя Вселенной. И Вселенная отблагодарила ее за это. Что значит «пустить в душу Вселенную», мы не очень поняли. Но потом Томат объяснил. Мой курс – это мой опыт, то, через что я прошел. И мой курс – это прямая методичка, по которой можно следовать, и которая поможет, если не всем, то точно большинству. На вопросы о прошлом он только отмахивается, потому что для Вселенной это не важно. Вселенная не любит, когда ты зацикливаешься на прошлом. Прошлое надо отпустить. Его нужно принять, проработать и сделать вид, что больше ничего не было. Тогда ты будешь готов к тому, чтобы жить в моменте, быть здесь и сейчас, быть готовым к новой реальности, строить свою новую реальность и принимать все блага Вселенной, которые она готова тебе дать.
Это сейчас Антона знают, любят и боготворят, но несколько лет назад все было по-другому. Здравствуйте. А как вы относитесь к некрасивым овощам? У вас, вот говорят, у соседа сын есть. Ты не завидуй Василию. У него с сыном одни неприятности. В нашей культуре такого вообще никогда не было. У нас репочка, крепочки, картошенька, картошеньки. Все красивые и нарядные, как на подбор. А эти, что мы вообще нашим детям скажем? Что это нормально? Ну уж нет. Василий Петрович и Галина Борисовна обычно делают вид, что у них нет сына, но для нас сделали исключение. Как только он появился, сразу стало понятно, что он пропащий. Я считаю, что ты не прав. Он вообще-то очень любил книжки читать. Он интеллигентный. Вы знаете, он так любил ходить в театры. Он... Да какой там? На рыбалку со мной не ходил. Общался только с девчонками. Ну, вообще-то, он даже тебе однажды по рыбалке дал совет. Вы знаете, он всем Да любил давать. какой от этого толк? Все родственники ярко-красные. А он вялый какой-то. Мне уже на улице про него говорят. Мол, ходит, в чем попало, выглядит непонятно как. Стыдно за него, что это мой сын. И когда разговор зашел о профессии Антона, отец не выдержал. Курсы еще эти какие-то. Кому они помогли? Никому. И ему тоже не помогут. С самого начала было заметно, что Галина Борисовна хочет возразить. И когда ее муж вышел, она решилась. Вы знаете, я тайком от мужа интересуюсь, что он Тоша делает. Вы знаете, говорят, что он хорошо зарабатывать стал. Я не знаю. Может быть, переболел чем-то. Может быть, втор, может быть, тля какая. Ну, вот ученые, они же должны знать, какая причина. В Институте овощного гена ученые уже несколько лет разбираются в этой странности овощей и фруктов. Игорь Иванович Кабачков, ведущий биотехнолог, проверил более 1 миллиона корнеплодов и сделал шокирующий вывод. Встаньте немножко правее. Как вы считаете, вы знаете вообще, откуда вот появилась такая проблема с некрасивыми овощами? С точки зрения селекции и генетики вообще в целом, сейчас мы наблюдаем достаточно серьезную генетическую модификацию овощей. Но эта проблема, она не такая глубокая, как вы думаете. Ну, так, чтобы вы меня правильно поняли, у наших советских агрономов было не очень хорошее зрение, судя по всему. И они пропустили вот эту единственную мутацию, которая дает вот эти плоды. В буквальном смысле страшные плоды. А что с этим делать, мы не знаем. Но проблема не только в генах. Таким овощам отказывают в работе. Проходите. Секундочку. Значит, смотрите. Согласно статье 21 Овощного трудового кодекса, работодатель не вправе оценивать работника по его внешнему виду и принимать решение, годен он или нет. Но, к сожалению, такое часто происходит. И с юридической точки зрения работодатель в корне не прав. Чудовищная несправедливость. Но дело в том, что есть общество, и в обществе есть некоторые общепринятые стандарты. К сожалению, мы вынуждены им покориться. Такая вот коллизия. Несмотря на всю несправедливость, наши герои смогли добиться успеха. Антон запускает новый курс, а Аня только начинает свою карьеру. Ну что, планы грандиозные. После прохождения курса меня позвали в рекламу овощерезки. Я не знаю, что там будет, но думаю, будет очень интересно. Ну, а там, знаете, и до овощевуда недалеко, правильно? Идеально заточенные.
необыкновенно нежные. Наши терки станут главным инструментом на вашей кухне. Терка. Натри свою морковку. Ниже, ниже, ниже. Чуть правее еще. Ага. Вот этот ген единственный, простите, можно еще сложная вот эта вот модификация, мутация, простите. И не поверите, мы выиграли главный приз. Вот за то, что Анечка такая умничка у меня, вот взять. Так. Неудачный дубль.